Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. Сегодня у нас 3 декабря, не удивляйтесь, что я в футболке. В рюкзаке у меня лежит теплая курточка. В Симферополе сегодня был, там было холодно. Сегодня мы с вами приехали в замечательный поселочек Утес. И здесь оказывается вот такая температура, на улице тепло, в куртке теплой ходить невозможно. Я здесь уже был, показывал вам его во время шторма. Сейчас на море штиль, пойдем посмотрим, как здесь зимой. Что здесь происходит у нас зимой. Что могу сразу сказать, прошлый видеоролик набрал там много просмотров, кучу комментариев. Много было негативных комментариев касательно этой застройки. Но что вы, друзья, хотели? При Украине можно было строить вот так возле моря. Кто мог, законил, построил, все в порядке. Вы вообще были в Ялте, те комментаторы, которые писали про застройку? Над Масадоровским пляжем такая же точно застройка, и что-то никто об этом ничего не говорит, не пишет. В общем, вот он, поселок Утес. Он небольшой, население его составляет всего лишь 300 человек. Он маленький, уютный, компактный. Его еще называют Крымской Италией. Это, друзья, действительно так, он чем-то напоминает Италию, потому что он не похож ни на один городок Крыма. Здесь какая-то своя атмосфера, но, в общем, буду вам показывать. Вот мы уже и спустились на набережную. Сейчас в эту сторону пройдемся, потом обратно вернемся туда, покажу, что там происходит. Вот такая здесь застройка. Это когда-то были гаражи для лодок, я подозреваю, и потом из них сделали вот такие пятиэтажные гостиницы. Честно говоря, место мне здесь очень-очень нравится. Однажды я хотел бы здесь остановиться. Я, наверное, скорее всего, этой зимой здесь остановлюсь на пару дней, чтобы встретить рассвет на берегу прям моря. Это будет круто. Надеюсь, что гостиницы здесь какие-то работают зимой, что у них есть отопление. Но, надеюсь, найдем такую. Вот такое сегодня у нас море. Море не штормит. Море, можно сказать, спокойное относительно. Вот такой здесь пляжик, крупная галька, большие камни. В море тоже вижу камни, не знаю, это я не люблю, честно говоря, гальку, камни. Мне больше нравится песочек, пологий спуск. А вот это все не мое. Но чуть дальше там вроде бы нормальный пляжик будет, поэтому там можно будет искупаться. Но уж точно не сегодня, потому что купание, друзья, запрещено, спасение не производится. Вода холодная. Я без полотенца, поэтому сегодня купание наше отложим. Посмотрите, какие здесь постройки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, даже 6-этажные есть. Вот кто-то когда-то себе купил гаражик здесь для лодки и потом выстроил вот такую гостишу. Честно вам скажу, атмосфера прям супер непередаваемая. Как будто мы действительно находимся где-то не в Крыму, а идем по Италии. Вот так здесь шикарно. Что хочу сказать, здесь уже, конечно, все закрылись на зиму. Помните, здесь проходили, было много цветов, было много клумб. Сейчас этого нету, все позаносили, все поубирали. Потому что холода, зима, сильные ветра, все это будет разрушать. И уже люди спрятались, будут готовиться, будут ждать, точнее, следующего курортного сезона. Вот такое атмосферное место. Я вам рекомендую, друзья, хотя бы один раз сюда приехать, самим убедиться, что здесь, как здесь. Я просто уверен, что вам понравится вот это место. Утес называется. Еще его называют Санта-Барбара. В общем, этого места много, оказывается, разных названий. Так, здесь есть спуск какой-то к пляжику. Давайте посмотрим, спустимся, что у нас здесь на пляже происходит. Ну, это скорее были подъемы для лодок. Здесь все забетонировано в этой части, потому что если бы не забетонировали, во время шторма тут бы весь берег размыло. Вода, насколько я вижу, здесь чистейшая, глубина приличная. Отсюда, кстати, можно летом будет попрыгать с бетона. Смотрите, шторма нет, а вот такие волны уже поднимаются у нас. Вот так, друзья. Море, конечно, прекрасно в любую погоду. Несмотря ни на шторм, ни на ветер, не знаю, в любую погоду море прекрасное. Вот такая красота на море. Вижу уже много рыбаков, видно, пошел клев, люди ловят рыбку. Вот так он выглядит отсюда, этот поселочек. Здесь, можно сказать, просто одна вот эта улица из гостиш, и все, это составляет весь поселок.
Обязательно сегодня запустим квадрокоптер, полетаем здесь побольше, я надеюсь. Если получится, то снимем хорошие, красивые кадры. Я очень на это надеюсь. Ну и отправимся куда-нибудь еще. Так, друзья, в какую сторону идем? Ну, в той стороне, я думаю, вон уже конец набережной. Давайте вернемся обратно. Там можно зайти на камень, на скалу. Сейчас вам покажу тоже все. Пока смотрите. Утес заснул и готовится к новому курортному сезону. Кстати, вот зимой все такие приморские городки, они практически вымирают. Если вы выйдете в 5 часов вечера, то вы практически там не встретите людей, даже местных жителей. Я не знаю, куда деваются местные жители. Возможно, сидят дома, возможно, куда-то уезжают. Но вообще никого нету. Это Судак, Коктебель, Орджоникидзе, Курортная, Утес. Вот в этих городках, друзья, вы в это время вообще никого не встретите. И будете гулять просто как будто по какому-то заброшенному городу. Это круто, мне нравится вот такая атмосфера, когда никого нет, когда ты один где-то бродишь, что-то смотришь. В этом есть что-то свое. Ну что, вот мы уже подошли к другой части набережной. Что у нас творится здесь? Вот эта скала, на которую можно забраться. Не забраться, просто по буну идете, бун сделали прямо до скалы. И оттуда можно полюбоваться всеми видами, которые открываются. Сейчас там я смотрю много рыбаков. В Крыму пошел клев, поэтому нужно выезжать нам на морскую рыбалку. Вот такие застройки. Кстати, заметил, что некоторые продаются из них, висят объявления. Поэтому, если вдруг кто хочет купить, приезжайте, покупайте. Будем там приглашать меня сюда в гости пожить к вам на зиму. Я бы здесь, конечно, зиму пожил. Вот такие места, отдаленные от людей, где мало людей, мне очень нравится. Здесь, кстати, еще клумбы у нас остались, растут. Видите, каждой клумбе подведено капельное орошение. Все орошается, поливается. Набережная, кстати, относительно чистая. Мусор нет. Тут есть такой природный мусор, листья, которые падают с деревьев, с кустарников. Но их тоже здесь убирают. Даже зимой только что проходил, там женщина подметала. Вот здесь есть спуск на этот бун. Можем с вами тоже спуститься и посмотреть уже все поближе. Привет. В каждом приморском городке много котов. Ты куда? У меня нет рыбы. Иди к рыбакам. Так, друзья, лайк за кота по традиции. Кто-то потерял ключик. Вот такие здесь пляжи, пляж галечный. Хотя вот здесь кусочек есть и песочка. Так, давайте зайдем тоже на эту скалу. Посмотрим с нее виды. Вот, друзья, смотрите, какой пляжик. Смотрите, с этой стороны прям штормом вымыло очень много гальки. И летом, скорее всего, придется равнять такие пляжи. Это как в Ялте, тоже вымывает столько много на берег гальки. Ну и все, мы выходим на эту скалу. Отсюда видна, кстати, Алушта. Видно Малореченская маяк, там храм-маяк, который стоит. Вот такая здесь глубина. Красота. Конечно, жить возле моря, наверное, очень круто. Каждый день слушать шум прибоя. Живут же люди, да? Так, давайте идти дальше. Так, обращаюсь ко всем крымчанам, у которых есть дачи, где они не живут. Возможно, вы уехали в Москву и не живете здесь. У вас есть квартира, пишите мне, я готов у вас пожить зимой. Если, конечно, вы живете возле моря. Неважно, какой город, любой город Крыма. Жду ваших предложений в комментарии под видеороликом. Надеюсь, у меня есть такие зрители. Все, друзья, поднимаемся на скалу. С нее летом тут прыгают в воду, купаются. Кто-то встречает рассветы. Кто-то здесь даже пьет шампанское, как в прошлом видеоролике, когда мы здесь были. Так, потому что на крючок не задели. И вот такой открывается здесь потрясающий вид на море.
и на весь этот поселочек. Посмотри, там скалы стоят, прям в море. В общем, красота. Вот такой Крым, безлюдный, мне очень нравится. Солнце у нас спряталось за тучками, кстати, небо затягивает сейчас. Надеюсь, пойдет снег. И вот сам этот поселок. Я думаю, что сейчас запустим квадрокоптер, сделаем пару пролетов, снимем шикарный ролик. И вот рыбаки ловят, не будем к ним подходить, отвлекать их от рыбалки. Если что-то словят, покажу вам. В общем, вот такая здесь красота. Не знаю, как кому, но, честно говоря, мне здесь вот нравится. Такой колоритный поселочек. Обязательно, друзья, здесь когда-нибудь побывайте. Просто прочувствуйте всю эту атмосферу и потом напишите в комментариях, как вам это место. Многие писали видеоролики, чтобы я прошелся в ту часть набережной. Сейчас пролетик на квадрокоптере сделаем и отправимся туда. Я не знаю, что там находится. Туда я еще сам не ходил пешком. И что вообще с той стороны у нас? Может, там какой-то другой городок находится. Ладно, давайте запускать квадрик, и пока не пошел дождь, снег, и отправляемся дальше.
Вроде бы полетали нормально на коптере. Надеюсь, кадры вам понравились. Ну а мы с вами продолжаем двигаться дальше. Сейчас пойдем в часть набережной. Я видел, что там за горой находится гора Медведь. Так туда я не дошел. Я был, кстати, в Мисхоре, хотел подняться на гору Медведь. Но, друзья, что мне это помешало? Проходы везде были закрыты. Там санаторий был. Я не нашел, куда пробраться. Ну и уже было поздно, я возвратился домой. Поэтому на Медведь я так, к сожалению, не поднялся. Но все еще у нас впереди. Обязательно поднимемся. Только с другой стороны, скорее всего. С стороны Гурзуфа мы будем подниматься. Все. Погнали дальше смотреть набережную. Вот такая здесь водичка. Вода, кстати, сегодня чистая. Было бы полотенце, можно было бы искупаться. Но я предпочитаю купаться либо на рассвете, либо на закате. Смотрите, на какой уровень вымыло эту гальку. Метра, наверное, 3-4 высотой, если от уровня моря. Может, еще и больше. Вот. Вот такие огромные кучи вымыло нам с берега гальки. О, море, давай еще немного. Красота, друзья. Гулять зимой по крымскому побережью. Согласитесь, что вы тоже так хотите прогуляться. Набережная уже вроде бы заканчивается, поэтому решил идти обратно. Вот в этой части прям хорошо ухожено, растут пальмочки, цветут цветы. 3 декабря у нас на дворе. Ой, иногда здесь ездят вот так машины. Ну, скорее всего, которые здесь живут, приезжали к своим гостишкам, обслуживать их. Либо на рыбалку приехали, вот как вот эти на машинах. Вот здесь тоже красиво, посмотрите, сделали как. Облагородили. Посмотри, какие цветы. Напоминаю, 3 декабря в Крыму цветут цветы, друзья. Я что думаю, наверное, будем заканчивать этот видеоролик. Он получился небольшой, но вот такой интересный, из такого прекрасного места. Честно говоря, мне здесь очень нравится. Не знаю, как другим. Пишите свое мнение в комментариях, что думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал, потому что я буду показывать зимний Крым, зимние города. Вот такие опустевшие, безлюдные. Надеюсь, вам нравится вот такая тематика, когда мы путешествуем по Крыму, по разным городам. Я, честно говоря, в последнее время объездил много разных поселков, городов, сами видите, время на сон нету. Сегодня в одной части Крыма, завтра уже в другой, послезавтра в третьей. Так каждый день у меня в каких-то переездах, в монтировках видео, в загрузках, это все на YouTube. В общем, сон для слабаков, как говорится. Но мы должны все максимально быстро, качественно снимать. Поэтому еще раз прошу вас подписаться на канал, поделиться видеороликом в своих социальных сетях. Но мы встретимся с вами уже завтра в новом видео. Всем пока! Чуть не забыл, солнышко спряталось, сразу похолодало, поэтому я надел курточку. Если будете ехать в Крым, обязательно берите теплые вещи, потому что в Крыму хоть нет особо минусовой погоды, но ощущается все как на минус 20-15, потому что повышенная влажность. Поэтому, друзья, зима у нас очень холодная. Все, пока.